Баланс сил нарушен, новая сторона вступает в войну и может изменить все. Еще один фронт открылся прямо сейчас. Раскол между партнерами, Зеленского обвинили во лжи. Какой будет реакция столицы? Стендап от главнокомандующего. Трамп назвал следующую цель и попросил считать себя миротворцем. Сказал, что ждет вопросов про секс. Что происходит с президентом США? Шойгу под ударом. Старое дело обретает новые черты. Все секреты экс-министра могут быть раскрыты. Что случится с ним раньше? Тюрьма или побег из страны? Об этих и других самых главных событиях субботнего вечера 28 марта. Из потока событий выбираем самые важные. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что остаетесь с нами. Сильнейший удар по авиабазе. Армия считает потери и, похоже, считать будет еще долго. Может ли этот обстрел перевернуть планы командования? Иран уже бьет не где-то рядом, а прямо по американской базе в Саудовской Аравии. По данным медиа, удар по базе принца Султана ранил 12 военных США, из них 2 тяжело. Кроме людей, повреждены американские самолеты-заправщики и самолеты дальнего радиолокационного определения. Для Вашингтона это один из самых масштабных сигналов за всю нынешнюю войну. Даже мощная ПВО больше не выглядит непробиваемой. Иран показывает, что готов отвечать по американской военной инфраструктуре в самом сердце региона, а не только через прокси и угрозы. О них мы, к слову, тоже сегодня поговорим, но немного позже. Дождитесь. То есть война снова поднимает ставки. Теперь это уже не просто обмен ударами, а прямое давление на силы США в Персидском заливе. Зеленского обвинили во лжи. Отношения между союзниками накаляются, и Вашингтон уже пошел в жесткий лобовой спор с Киевом. Марко Рубио высказался о заявлении Владимира Зеленского о том, что США якобы требуют от Украины уйти с Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По словам госсекретаря, Вашингтон не ставил Киеву такого условия и не продавливал передачу территории России как цену за будущую сделку. Это ложь. Я видел, как он это сказал, и это прискорбно. Он говорит это, зная, что это неправда. Ему такого не говорили, ему сказали правду. Гарантии безопасности не вступят в силу, пока не закончится война. Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда. Еще 25 марта Reuters со ссылкой на слова Зеленского писала обратное, что вопрос Донбасса действительно прозвучал в связке с гарантиями безопасности, и мы с вами говорили об этом в предыдущих выпусках. Теперь Рубио публично бьет по этой версии и фактически обвиняет Киев во лжи. То есть на фоне войны и давления на Украину спор уже идет не только с Москвой, но и о том, кто вообще говорит правду о закулисье американского мирного плана. Украина снова бьет не по вывескам, а по нервам российской военной экономики. Ночью под удар попадают сразу 2 тяжелые цели. Один из крупнейших НПЗ России в Ярославле и завод «Промсинтез» в Самарской области, где производят взрывчатку. Reuters ранее подтверждал, что ярославский НПЗ входит в число крупнейших в стране и уже становится целью для ударов. На фоне серии атак по Балтике и Киришам российская нефтяная система и без того трещит все громче. И все это бьет не только по экспорту, но и по бензину внутри страны. После атак на Усть-Лугу и Приморск российские НПЗ начали говорить о риске резкого снижения переработки. И главная проблема – мазут. Внутри страны он почти не нужен, а вывозить его теперь сложнее. Reuters пишет, что из-за повреждения инфраструктуры в Усть-Луге под давлением оказались сразу несколько крупных заводов, а часть российской экспортной нефтяной системы на Балтике вообще остановлена. И здесь начинается самое неприятное для Москвы. Если заводы режут переработку, то вместе с мазутом автоматически падает и выпуск бензина. Из удивительного тут только то, почему так долго молчали. У США и Израиля в регионе появился новый старый противник. Еще один участник войны. Еще один фронт открылся прямо сейчас. По Израилю впервые с начала этой войны полетела ракета из Йемена. Израиль заявил, что перехватил пуск, а йеменские хуситы, союзники Ирана, взяли ответственность на себя.
Вооруженные силы Йемена с Божьей помощью и упованием на него провели свою первую военную операцию. Эта операция включала залп баллистических ракет по чувствительным военным объектам израильского противника на юге оккупированной Палестины. Операция совпала с героическими операциями, проведенными нашими братьями-маджахедами в Иране и Хизбаллой в Ливане. Операция успешно достигла своих целей. Самое опасное здесь не только сам пуск, а то, что война явно расползается шире прямой дуэли Ирана, США и Израиля. Если хуситы пойдут дальше, под новой угрозой окажутся не только израильские цели, но и морские маршруты в районе Красного моря. То есть конфликт все меньше похож на локальный и все больше на региональную цепную реакцию. Новый концерт президента США. Дональд Трамп снова со стендапом. В его выступлении, кроме серьезных вещей, были еще и странные. Вы можете спросить меня обо всем, что хотите. Вы можете спросить о сексе, о чем угодно. Не менее странное, но уже более конкретное заявление о том, кто будет следующим в его списке на переворот. Когда я пришел к власти в Венесуэле, я сказал, потому что я вел кампанию, исходя из того, что будут мирные удары и использовать силу не придется. Я создал эту великую армию, и я сказал, вам никогда не придется ее использовать, но иногда использовать все-таки приходится. И Куба следующая, кстати. Но сделайте вид, что я этого не говорил. Сделайте вид, что я этого не говорил, пожалуйста. Пожалуйста. СМИ, пожалуйста, не обращайте внимания на это заявление. Большое спасибо. Куба следующая. Ну и после этого президент США заявил, что хочет, чтобы его наследие было связано с тем, что он был настоящим миротворцем. Правда, как он сам говорит, пока на это не очень похоже. Ничего не останется безнаказанным. Европа готовит ответ на российские провокации и не красивыми словами, а массовым производством оружия. Польская ПГЗ и эстонская Frankenburg Technologies запускают в Польше производство антидроновых ракет Марк-1 с мощностью до 10 тысяч штук в год. Речь идет о сверхмалой системе ПВО против медленных беспилотников, именно таких, какими Россия терроризирует Украину и давит на восточный фланг НАТО. В пакете уже предусмотрена и следующая версия, Марк-2, с дальностью 5-8 километров. Главный смысл этого проекта в масштабе и цене. Европа, наконец, пытается закрыть самую больную дыру в ПВО, когда дешевые дроны летят пачками, а сбивать их приходится слишком дорогими ракетами. Теперь в Польше хотят построить настоящий конвейер, который должен дать не единичный чудо-перехватчик, а массовый ответ на войну дронов. И если этот план разгонят быстро, у Европы появится собственный антидроновый хаб прямо на восточном фланге. Кажется, скоро полетят головы или чартеры из РФ, и чуть ли не первым под ударом может оказаться пресловутый, хоть и бывший министр обороны. Шойгу может получить удар уже не снаружи, а изнутри. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого ранее приговорили к 13 годам по одному делу о коррупции, теперь, по данным «Коммерсанта», предлагает сделку со следствием и готов давать показания на других чиновников. Речь идет о его втором деле, о взятках, отмывании денег и незаконном хранении оружия. Если он действительно заговорит, это может превратить его личное падение в цепную реакцию для целого клана внутри бывшего руководства Минобороны. Смысл тут довольно понятный. Человек из ближайшего круга Шойгу, которого уже посадили за коррупцию, теперь, похоже, пытается торговаться свободой, и ценой этой торговли могут стать новые имена наверху. А это уже не просто уголовная история, а возможный новый этап большой зачистки внутри российской военной элиты. А может, для того все и задумывалось? Как знать? Как думаете вы? Пишите. Из российского App Store пачками удаляют приложения, которые помогают обходить блокировки Роскомнадзора. Ну, вот так теперь. App Store можно, но попасть туда скоро будет нельзя. Потому что у меня лично в комнате ни нет. Просто у меня уже нервов нет, у меня ни интернета нет, у меня ничего нет. Какое приложение сейчас работает без VPN? Макс и ВК. Я просто не понимаю, что происходит, где я живу, в каком времени. Главный смысл, наверное, не выбесить пользователей, а просто сделать их более подконтрольными. Ну а я напоминаю, что мы разработали продукт, который может помочь в этой ситуации. Наш собственный, надежный и анонимный VPN.
Райский пейзаж за секунды превратился в сцену катастрофы. У побережья гавайского острова Кауаи разбился туристический вертолет. Погибли 3 человека, еще 2 получили тяжелые травмы. Катастрофа произошла у труднодоступного пляжа Калалао на побережье Напали, одного из самых красивых и при этом самых коварных мест для полетов. На борту были пилоты, 4 пассажира. Я хочу сказать, что скоординированные действия береговой охраны США, пожарной службы Кауаи, службы Ocean Safety, Департамента земельных и природных ресурсов, полицейского департамента и других были просто феноменальными. Я уже говорил это раньше и скажу еще раз. Здесь, на Кауаи, как только человек ступает на нашу землю, он становится одним из нас. Мы относимся к нему как к своему. Он становится частью нашей семьи, и наши спасатели действуют именно с таким настроем. Теперь в центре внимания не только сама трагедия, но и безопасность вертолетных туров на Гавайях. Разбившийся вертолет принадлежал компании Airborne Aviation, которая уже приостановила полеты и сотрудничает со следствием. Расследование ведет Национальный совет по безопасности на транспорте США, и это снова бьет по болезненной теме. Воздушные экскурсии над Напали продают как мечту, но слишком часто они заканчиваются совсем не открыткой. А в прошлом выпуске США поймали на лжи, и Иран пошел в атаку на Трампа. Перекрыта главная торговая артерия, и это уже не дипломатическая пикировка, а удар по нервной системе региона. Параллельно всплывают новые детали дерзкого налета. Бывший президент оказался под обстрелом вражеских дронов. На этом фоне звучит формулировка «исторический разгром». Такие потери, как утверждается, не фиксировали уже 40 лет, и это ломает привычное представление о том, кто здесь вообще контролирует ситуацию. Зеленский снова проходит по лезвию, опасный маршрут под носом у союзников Путина, и подписаны важные соглашения. А в Москве нервный тон. Лавров вдруг начинает жаловаться европейским СМИ и снова вспоминает дух Анкориджа. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, ну а мы с вами встретимся уже утром.